Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Наталья. Дорогие зрители, я рада приветствовать вас на своем канале. Мы с вами продолжаем тему лечебного питания и сегодня рассмотрим диетический стол номер 5 по Певзнеру. Пятый стол – это специальная номерная диета, разработанная доктором Певзнером. Считается одной из лучших для людей, страдающих от заболеваний печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря. Эта диета обеспечивает питание полноценной калорийностью, но с ограничением в жирах и в холестериносодержащих продуктах. Также исключены жареные продукты, но присутствует много фруктов и овощей. Диетический стол номер 5 назначается пациентам при хронических гепатитах вне обострения, хронические холециститы, холециститы при выздоровлении, цирроз печени, если нет недостаточности функции, желчекаменная болезнь. Общая характеристика диеты – это нормальное содержание белка и углевода с небольшим уменьшением, ограниченное содержание жира в меню. Все блюда могут быть приготовлены следующими способами: варка, запекание, изредка тушение. Протирать при этом нужно только овощи, которые богаты клетчаткой. Жилистое мясо рекомендуется мелко рубить. Жарить овощи и муку нельзя. Холодные блюда и закуски при диете 5 не рекомендуются. Противопоказаны продукты с большим содержанием таких веществ, как пурины, щавелевая кислота. Из рациона исключаются продукты, вызывающие вздутие кишечника, содержащие грубую клетчатку, богатые экстрактивными веществами, стимулирующими секрецию пищеварительных соков. Предусмотрено умеренное ограничение соли. Питаться при пятой диете рекомендовано 4-5 раз в день приблизительно равными порциями, и обязательно натощак рекомендуется пить чистую воду. Вообще для человека норма чистой воды в день 30 мл на 1 кг веса. Что касается суточного рациона, то белков вам необходимо до 80 грамм, 50% из которых животного происхождения, жиры 80-90 грамм, 30% из которых растительного происхождения, углеводы до 400 грамм. Общая суточная норма калорий должна составлять примерно 2400-2800 килокалорий в сутки. Как рассчитать точно, смотрите подсказку. Теперь мы с вами более подробно рассмотрим таблицу запрещенных и разрешенных продуктов при диете стол номер 5. Для начала разберем напитки. При этой диете разрешается слабый черный чай с лимоном, при этом он должен быть полусладкий или с заменителем сахара ксилитом. Разрешается чай разбавлять с молоком. Также в свой рацион вы можете включить отвар шиповника, соки, разбавленные водой при переносимости. Протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе, муссы на заменителе сахара, морсы кисельно-кислые, заваренная ромашка и листья стевии. Под запретом при этой диете такие напитки, как кофе, какао, газированные и холодные напитки. Все алкогольные напитки категорически запрещены, включая слабоалкогольные. Также запрещен зеленый чай, трава-спорыш, молочная сыворотка, цикорий, каркаде, свежевышитые, тем более магазинные соки, а также кэроп. Первые блюда и суп в пятой диете – это главное блюдо в рационе, но самое главное, чтобы они были не на бульоне. Это вегетарианские супы, например, протертые с картофелем, с кабачками, тыквой, морковью, супы с манной, овсяной, гречневой крупой или рисом, а также с вермишелью. Разрешается добавить 5 грамм сливочного масла или 10 грамм сметаны. Также в рацион вы можете включить фруктовые супы, молочные супы с макаронными изделиями, борщ без мясного бульона, вегетарианские щи, свекольник, гороховый суп жидкий с минимальным добавлением гороха, суп перловый. Еще раз повторюсь, что под запретом бульоны, сваренные на мясе, рыбе или грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината. Также под запретом любая окрошка, будь она на кефире, на квасе, на воде или на сметане. В рационе должны присутствовать каши протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком. Также разрешены такие различные изделия из круп, как суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели и запеканки просто из нежирного творога. При пятой диете разрешен плов с сухофруктами, мюсли без запрещенных в диете добавок, овсяные хлопья без добавок, кускус, булгур, пшенная каша и семена льна. Из круп исключаются полностью бобовые в качестве самостоятельного блюда. Перловая, ячневая, кукурузные крупы ограничиваются, чечевица полностью под запретом.
Пациентам, страдающим заболеваниями печени, запрещены жирные пасты, макароны с запрещенными в диете ингредиентами, паста с острым, сливочным или томатным соусами. Разрешена нежирная паста с разрешенными продуктами. Разберем теперь мясо и мясопродукты. При диете номер 5 разрешена нежирная говядина, телятина, крольчатина. Курица, индейка, птица без кожи. Мясо готовится в отварном или паровом виде, протертое или рубленое. К примеру, котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском. Также разрешены голубцы, плов с отварным мясом, к нему можно подать некислый соус. Молочные сосиски очень ограничены, не более 200 грамм в неделю. Под запретом почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы. Ограничено употребление свиного жира и кулинарные жиры наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются. При пятой диете разрешены нежирные сорта рыбы, к примеру, судак, треска, хек, минтай. Готовить ее необходимо следующим образом. Варить или запекать после варки. Можно делать кнели или фрикадельки, суфле рыбное или отварить целым куском филе рыбы. Употребление ограничивается до 3 раз в неделю, норма порции 140-160 грамм. Также при этой диете разрешены свежие устрицы, а в ограничении креветки, кальмары, мидии. Под запретом рыбные консервы, соленая копченая рыба, жирные сорта рыбы, такие как семга, форель, сазан, угорь, осетрина, севрюга, белуга, сом и так далее. Икра зернистая, красная, черная также под запретом суши и крабовые палочки. Теперь мы с вами разберем хлебобулочные изделия. При пятой диете разрешается отрубной хлеб, ржаной хлеб, сухари, пшеничный хлеб из муки первого и второго сортов, подсушенной или вчерашней выпечки, несладкое сухое печенье, к примеру, галетное, выпеченные несдобные изделия из вареного мяса, рыбы, творога, либо с яблоками. Также разрешается сухой бисквит, слайсы – это сухарики пшеничные, хлебцы без консервантов и отруби. Под запретом все изделия из слоеного и сдобного теста, жареные пончики, свежий хлеб, блины, оладьи, жареные пирожки, сухари из сдобного теста. Разберем теперь молочные и кисломолочные продукты. При данной диете разрешается сметана с минимальным процентом жирности и неострый сыр в ограниченном количестве. Также разрешается нежирный творог, простокваша, натуральный йогурт и 1% кефир. Молоко разрешено пить с минимальным процентом жирности не более 3 раз в неделю по 200 грамм. В рацион вы также можете включить такие творожные блюда, как пудинги, суфле и запеканки, ленивые вареники и ватрушки, но готовим также на нежирном твороге. Из рациона полностью исключается сыр соленых сортов, жирные молочные продукты, сливки, ряженка, молочная сыворотка. Разбираем овощи. Разрешены отварные, запеченные в протертом виде. Это такие, как картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, пекинская капуста. Салаты типа ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу разрешены в ограниченном количестве, так же, как и болгарский перец. При пятой диете в неограниченном количестве разрешены авокадо, морская капуста, свежие огурцы. Стручковую фасоль, сельдерей и брокколи лучше употреблять после тепловой обработки. Из своего рациона вам необходимо полностью исключить любые грибы, кукурузу, щавель, шпинат, ревень, редьку, редис, репу, баклажаны, чеснок, лук в любом виде и спаржу. Также под запретом маринованные и консервированные овощи, включая консервированный горошек. Горькие, кислые, пряные травы и салаты, такие как петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе, нельзя принимать в качестве основного компонента или основного блюда, только в качестве украшения или для аромата в самом минимальном количестве. Также под запретом при этой диете любые сорта помидор и сама томатная паста. Белокочанная капуста при диете номер 5 в сыром виде строго запрещена. Вы можете ее использовать в ограниченном количестве для приготовления блюд с термической обработкой, например, те же самые щи. Разбираем ягоды и фрукты. При пятой диете разрешены яблоки, только спелые, мягкие, не кислые. Они должны быть протертые сырые, либо запеченные. Бананы разрешается не более 1 банана в день. Также разрешены протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях. Гранат можно, но не злоупотребляйте. Также разрешен чернослив, папайя сушеная, дыня сушеная, курага. Арбуз разрешается не более 2 небольших кусочков в день. Дыня, папайя, ананасы
в свежем виде запрещены, разрешено добавлять в салаты в очень небольших количествах. Фруктовое пюре только из фруктов 5-го стола. Запрещаются практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие, например, малина, клубника, клюква, брусника, виноград, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня, слива и так далее. Также запрещены орехи в любом виде, такие как миндаль, грецкие орехи, арахис, кешью. Запрещаются любые семечки, тыквенные, подсолнечные и козинаки любых видов. Также запрещены имбирь и лимон. Диета «Стол номер 5» разрешает включать в рацион яйца в виде белковых омлетов. Если мы возьмем, к примеру, куриные яйца, то разрешено 2 белка в сутки, а желток не более половины. Если взять, к примеру, перепелиные яйца, то разрешается 4 белка в сутки и 1 желток. При 5-й диете категорически запрещены жареные яйца. Следующая группа продуктов – это масло. Сливочное масло в день разрешается до 30 грамм, рафинированные растительные масла 10-15 грамм для добавления в блюдо, оливковое масло в очень ограниченном количестве. Под запретом нерафинированное растительное масло, а также, как я и называла ранее, свиное, говяжье, баранье сало и кулинарные жиры. Что касается соусов, то при 5-й диете разрешены молочные соусы и сметанные, а также овощные и неострые. Под запретом майонез, кетчуп, горчица, хрен, перец, уксус, аджика и любые пряности. Последняя группа, о которой мне осталось рассказать, какие сладости разрешены при 5-й диете. А в конце передачи я вам расскажу, на какой срок она назначается. При 5-й диете в свой рацион вы можете включить печенье меренги и зефир в очень ограниченном количестве. Варенье не кислое и не очень сладкое лучше растворять в легком чае или горячей воде. Также можно кушать пастилу и мед. Сахар при заболеваниях печени запрещен, его лучше заменить сахарозаменителями. В диете 5 можно включить в свой рацион мармелад и конфеты без какао и шоколада. Также вы можете приготовить вареники либо с картофелем, либо с капустой. И сладкого это с ягодами. Тесто должно состоять из муки, воды и соли, никаких лишних ингредиентов. Также при этой диете разрешены пряники, но не шоколадные и не более 1 пряника в день. В рационе могут присутствовать леденцы, рахат-лукум без орехов, нука без орехов, конфеты из мягкой карамели, также без кунжута, без орехов и без семян. При заболеваниях печени вы можете позволить себе обычный бисквит, 1 небольшой кусочек в день. Под запретом шоколад и любые кремовые изделия, мороженое, любые жирные десерты и кондитерские изделия с кремом. Запрещена любая жевательная резинка, батончики из мюсли, конфеты из кунжута, попкорн и гематоген. В свой рацион также запрещено включать вафли с какао, чак-чак, щербет, сгущенное молоко, семечки и любые козинаки. Данная диета назначается пациентам на пробный период 5 дней, и если организм переходит на такой режим питания нормальный, то этой диеты можно придерживаться до 5 недель. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Наталья. Если понравилась передача, оцените работу, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые новости про здоровье и про похудение, а также свежие рецепты. Я с вами прощаюсь. Всем пока!